Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам об удивительном месте, которое привлекает все больше путешественников. Добро пожаловать в Салалу, райский уголок на юге Омана. Этот город становится настоящим притяжением для туристов со всех стран залива и не только, которые стремятся убежать от знойной жары. Салала – это настоящий оазис среди пустынь и второй по величине город Омана, расположенный на живописном побережье Аравийского моря и окруженный горами Джабаль-эль-Кара. Здесь живет около 450 тысяч человек. Уникальность города заключается в его климате. Пока на Аравийском полуострове летом температура достигает невыносимых 48, а то и 50 градусов, в Салале она стабильно держится в пределах комфортных 25-28 градусов, благодаря сезону хариф. С июня по сентябрь город привлекает туристов со всего региона. Природа расцветает, водопады наполняются жизнью, а воздух становится прохладным и свежим. Мы же решили приехать сюда в декабре, вне сезона, чтобы исследовать этот удивительный регион без суеты и насладиться его спокойствием. Из Дубая до Салалы всего 2 часа полета, а если ехать на машине, то дорога займет около 12-13 часов. Кстати, именно здесь родился и вырос султан Омана Кабус бен Саид аль-Саид, который правил страной 50 лет, в период с 1970 по 2020 год. Мы прилетели в Салалу. Пока мне все безумно нравится. Аэропорт безумно красивый. Пограничники, девочки, имейте в виду, тоже красавцы. Все очень дружелюбные, приветливые, классные. Такси, понятно. Мы не торговались, мы ничего не скачивали, никуда не ходили. Просто подошли, взяли первую машину. Супер дядечка всю дорогу нам ехал, рассказывал, что посмотреть, куда обязательно сходить. Мы у него, скорее всего, наверное, и возьмем какие-то экскурсии, либо машину, потому что мы взяли контакт и думали, может быть, сначала есть смысл взять машину самим, но отдыхать так отдыхать. Поэтому завтра мы отдыхаем, лежим, спим, едим. Сейчас мы ждем заселения, а потом мы, наверное, прокатимся и посмотрим, что тут есть. Мы заселились! Ура! Это наш номер. Красивый такой. Национальные узоры. Кроватка такая. Что тут у нас? Я думаю, конфеточка какая-то. Здесь у нас зона чила, водичка. Здесь можно вот так посидеть, помечтать, телевизор посмотреть. Арабского кофе, точнее, правильно говорить, кофе по-арабски. Здесь что у нас происходит, какие активитис есть. Я так понимаю, нам фрукты положили. Дайнинг-меню, что можно поесть. Тут у нас балкон, но там сейчас темно, поэтому посмотрим завтра. Пойдем смотреть ванную. Здесь у нас гардеробная, халатики. Все такое красивое. Здесь еще один шкаф. Отгадайте, что? Это мат для занятия йогой. Может быть, я дойду. Кстати, спортивную форму я с собой взяла. Посмотрим, пригодится она или нет. Погнали. Упс. Прикольные такие, как будто бы зайчики-полотенчики. Мило. Полотенце, весы. Будем мониторить вес. Тут туалет. И здесь вот такая душевая и ванная. Ванная с подушечкой. Тут есть соль. Косметика Амваш. Я очень люблю. И кажется, я буду тем человеком, который заберет эти бутылочки с собой. Потому что Амваш очень крутая продукция. Мне прям нравится. В отеле есть несколько ресторанов. На ужин мы выбрали Соколан, где ежедневно в формате буфета предлагаются блюда разных кухонь мира. Сегодня был день барбекю. Разнообразное мясо, морепродукты, салаты, закуски и десерты. Стоимость ужина составляет 20 оманских реалов на человека. Но для парочек есть отличная акция, и ужин обойдется нам в 34 реала на двоих. Алкоголь оплачивается отдельно.
После позднего ужина и легкой прогулки мы быстро погрузились в сон, а утром Салала предстала перед нами во всей красе. Белоснежные пляжи с мелким песочком, кокосовые и банановые пальмы, море и длинная береговая линия. Все это напомнило Мальдивские острова. Кстати, местные жители так и называют этот регион Мальдивами Омана или Южными Мальдивами. Сегодня мы решили просто наслаждаться отдыхом и отелем. С утра первым делом отправились к морю, поздоровались с местными чайками, такие они жирненькие и красивые, позавтракали с великолепным видом. Обычно мы не берем завтраки в отелях, предпочитая искать что-то интересное в городе, но завтрак здесь с таким видом нам очень понравился. Особенно приятно, когда знаешь, что тебе никуда не нужно идти и можно не спеша наслаждаться утренним кофе, вкусным завтраком, видом и погодой. Интересный факт – Салала знаменита своим медом. Благодаря уникальному климату этот регион способствует развитию разнообразного сельского хозяйства. Здесь вы найдете плантации кокосов, бананов и папайи. Но особое внимание стоит уделить оманскому меду из нектара самар. Этот мед знаменит своими полезными свойствами для диабетиков, так как он не содержит сахара и включает растительный инсулин, который помогает снижать уровень сахара в крови. Под конец дня, хорошо отдохнувши, мы отправились на ужин в ресторан азиатской кухни «Микон», расположенный на территории отеля. Заказали димсум, мясо, кальмары и коктейли. А еще милые официанты принесли нам такую табличку, узнав, что у нас годовщина свадьбы. По-моему, очень мил. Ужин обошелся в 48 оманских реалов. А еще всем безумно нравится мой цветок, который от Гавку. Запомните, заказывайте. Моему мужу он не очень нравится. Но за последние 10 минут мне сказали комплимент 3 раза. Сегодня мы проснулись пораньше, кипис и мечта рано встали. Позавтракали и сейчас пойдем собираться. Поедем на экскурсию. Говоря о салоне, невозможно не упомянуть ее уникальные ароматы. Но я говорю не о знаменитой парфюмерии Амуаш, основанной в 1983 году оманским принцем. Когда мы сели в машину, я сразу ощутила необычный запах и даже спросила мужа. Мне кажется, или здесь пахнет как в церкви, ладаном. Секрет в том, что Салала – это столица ладана. На протяжении веков город был крупным производителем и торговым центром этой благоухающей смолы. Ранее ладан ассоциировался у меня только с церковью, но, как оказалось, он содержит антисептические эфирные масла, которые полезны для дыхания и очищают пространство. Поэтому аромат ладана будет сопровождать вас во время всего вашего путешествия в Салале. И даже в спа здесь вы можете сделать массаж с использованием ладанного масла, так как ладан увеличивает выработку серотонина, улучшает настроение и даже помогает при депрессиях. Это наша первая остановка, и мы посмотрим, как жили жители Омана 200 лет назад. Пойдем. Вот это такой небольшой домик. За счет размера он очень хорошо отапливался зимой, было не холодно. И посмотрите на вот эту прелесть. Как вы думаете, что было здесь? А здесь ложили лялечку спать. Такой казахский бесед. Немного, только у нас он на полу, а здесь на стене. Экономия место, так скажем, такое дерево, я так понимаю, основа, на котором это все держалось. С левой стороны от нас, это, не знаю, как это красиво называется, назовем сарай, где паслись животные. А с правой стороны у нас небольшой амфитеатр, где собирались и проводили время, развлекались, скажем так. Далее мы отправились посмотреть на замок Така, построенный в XIX веке. В настоящий момент он функционирует как музей, а смотреть на него лучше с высоты, поднявшись на смотровую площадку, откуда можно насладиться не только невероятным видом, но и выпить чашечку кофе. Здесь можно увидеть панораму на весь город. Заметьте, что все дома в таком белом песочном цвете. Почему это сделано? Потому что белый отражает свет от солнца, соответственно, не так жарко. Но вид просто шикарный. Море, волны, там миллион чаек, вы проезжали мимо. Отъехав немного от замка, вы окажетесь на природной смотровой площадке. Перед вами откроется вид на красивое голубое море
и величественные скалы, а вокруг не будет ни души. Я, честно говоря, вообще ничего не ожидала от этой поездки. Просто хотелось куда-то поближе, чтобы далеко не лететь. Но я в таком восторге. Тут так красиво, так чисто, люди такие приятные, добрые. Просто кайф. Ну и природа, конечно. И это не сезон. Сезон здесь начинается в июле, по-моему. В общем, он летом. Когда везде жара, тут все эти горы покрыты зеленью. Я даже не представляю, как это красиво. Надо будет вернуться сюда следующим летом. Передвигаясь от одного места в другое, мы везде встречали стадо ослов, коз, коров и верблюдов. И не то чтобы я верблюдов никогда не видела, но они всегда вызывают у меня такое умиление, и мне постоянно хочется их фотографировать. Итак, я фотографировала много верблюдов, и наш водитель решил, что мне нужно сфотографироваться с верблюдом. في واحد وراك. Именно эта картинка будет первым, что вы увидите при поиске по слову «Салала» в Google. Заповедник Вади-Дарбат – это удивительное место, известное своими живописными пейзажами и водопадами, которые становятся визитной карточкой Салалы в период харифа. В это время здесь образуются муссонные ручьи, появляются водопады и обилие зелени. Для тех, кто привык к привычному и насыщенному лету, это может показаться достаточно обычным. Однако для жителей пустынных регионов, где вокруг один песок, это зрелище поражает воображение. Вади-Дарбат – это поистине райский уголок, который обязательно стоит посетить, если вы окажетесь в Салале. Мы приехали на самую высокую точку Салалы и вообще всего Омана. Эта гора называется Джабель-Самхан. То место, где вы можете сделать фотографии под облаками, если повезет. Здесь есть оборудованная площадка, откуда вы можете насладиться видом. А температура воздуха здесь гораздо прохладнее, чем в Салале. Высота гор достигает 2100 метров, а благодаря муссонам здесь растут целые леса. Здесь также расположен заповедник, где обитают редкие виды животных, в том числе арабский леопард. Эти горы привлекают туристов своими пейзажами, возможностями для пеших прогулок и наблюдения за дикой природой. Джабель-Самхан – отличное место для наблюдения за птицами. Здесь орнитологи зафиксировали около 530 видов, так как Аравийский полуостров является важным пересадочным пунктом для множества перелетных птиц. Игра в Тетрис заключается в том, что нужно обходить коровьи лепехи, потому что их тут много, и они такие смачные. Поэтому вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Лавируем и обходим. Еще одна удивительная достопримечательность, созданная природой, находится буквально в 15 километрах от Вади-Дарбат и называется Тави-Атайр. Эта природная впадина, также известная как Бархатный кратер, является одной из самых крупных в мире. Диаметр составляет около 130 метров, а глубина около 250 метров. Это примерно 40-этажный дом. Этот кратер является уникальным природным образованием и является одной из главных достопримечательностей региона Дафар, а местные называют его «птичий колодец», так как здесь очень много птиц, пение которых вы слышите. Вот мы сейчас здесь одни, никого нету. Мы просто приехали, зашли, пустились сюда и наслаждаемся. И где-то Ишак орёт.
Далее наш добрый водитель предложил посетить Мирбад и пообещал отвезти нас на вкусный обед. Мы приглашали его присоединиться к нам, но он ни в какую. Кстати, интересный факт. В Омане водителями такси могут работать только местные жители. Мы приехали в ресторан, где можно выбрать рыбу, буквально только что пойманную в 200 метрах от заведения. Меню небольшое, и нам предложили пройти на кухню, чтобы выбрать обед из свежего улова прямо там. Эти одноразовые скатерти – обычное явление на Ближнем Востоке. Поели, собрали весь мусор в скатерть и выбросили. И не нужно ничего протирать после. Мы заказали креветки, рыбу и салат. Бонусом получили суп и рис, конечно же. Поели, кстати, было очень вкусно. А после этого мы немного прокатились по городу, посидели на берегу у лавочки, вид был как в кино, а потом отправились обратно в сторону отеля. Выходим из машины, потому что сейчас мы остановились. Мы едем вниз. Назлинс, а? Мы спускаемся. Мой мозг пытается прогрузиться и понять, что вообще происходит. Дорога идет вот туда. Машина, поставленная на нейтральную передачу, движется в гору, вопреки законам гравитации. Это явление вызвано особенностями ландшафта и наклоном дороги. Но на самом деле это всего лишь оптическая иллюзия. Недалеко от отеля есть конюшня, где вы можете взять лошадь для прогулки вдоль пляжа на закате. Я кататься не умею на лошадях и даже побаиваюсь их немного. Не страшно только, когда смотрю в объектив камеры и снимаю их. Но решила попробовать. Помнила слова одной своей клиентки, которая обожает конный спорт, о том, что лошади все чувствуют, и решила попробовать расслабиться и получить удовольствие. Доброе утро. День 3 или 4. В общем, завершающий. Мы сегодня уже отправляемся обратно в Дубай. Попросили сделать late checkout, и нам его любезно согласились сделать. Поэтому сейчас мы идем завтракать, потом мы идем еще раз напоследок купаться. Не столько купаться, сколько прыгать по волнам, ловить волны, загорать. А потом к обеду ближе вернемся в номер и будем собирать вещи обратно домой. Классно все-таки иногда просто вот так вот отдохнуть, перезагрузиться. Вообще ни о чем не думаю. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. Мы едем в аэропорт, по пути остановились на местном базаре. Прям такой совсем небольшой. Немного сзади покажу. Что-нибудь сейчас купил, так интереса ради. Но выглядит, конечно, интересно. Wait, hold on, put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.